Не надо до совершенства доводить. 20% нормально, да. Шрифты, типографика, оно туда встраивается. Фу, я там где-то был, и там такое ужасное место. Не надо сжигать мосты. Всем привет, меня зовут Саша Устинов. Я организую дизайн-митапы в Белграде и Нови Саде. У меня есть своя студия цифровой разработки Bios Brothers. И мне важно, чтобы люди не просто занимались там бизнесом или другими вещами, чтобы дизайнерское сообщество общалось между собой, формировало какие-то связи. Это очень здорово. Вот, поэтому проводится дизайн-митап. Есть вот сейчас подкаст запускается, и мне кажется, это очень классно, что сейчас в Сербии и в Нови Саде, и в Белграде очень много интересных людей. Поэтому сегодня пригласил замечательного человека Юлию Гонину, которая, во-первых, замечательный рассказчик. Она выступала на нескольких митапах. Во-вторых, она замечательный шрифтовой дизайнер. Еще и человек, который ушел из найма и сделал собственную студию шрифтов. Это очень здорово. Поговорим сегодня про шрифты, потому что шрифты – это та вещь, которая нас окружает со всех сторон. Часто мы этого не замечаем и не видим разницы даже, может быть, между шрифтами, но на самом деле это ключевая часть всех современных интерфейсов и всей современной коммуникации, как это ни казалось бы смешно. Поэтому разговор про шрифты очень для меня лично важен и интересен. Поговорим о том, как стать, может быть, шрифтовым дизайнером или что им делать сейчас, когда меняются форматы и становится все больше и больше диджитала. В общем, поговорим о разных вещах. Спасибо, Саша, за приглашение. Очень приятно это. Как ты сказал, я шрифтовой дизайнер. Где-то с 2017 года я занимаюсь, то есть я училась год шрифтовому дизайну в России. Я работала вплоть до 2022 года шрифтовым дизайнером, потом арт-директором в крупной российской шрифтовой студии TypeType. Я все еще с ними сотрудничаю, но уже не как штатный работник, а скорее как фрилансер. Вот, и начиная с 2022 года я стала развивать свою собственную шрифтовую студию, или словолитню, как мы это называем. Вот, собственно, две мои основные деятельности. По сути, да, я занимаюсь шрифтами постоянно. Это мое хобби, это моя работа, это занимает, собственно, все мои мысли. Да, здорово. Здорово, что ты не просто занимаешься, а еще и пытаешься развивать эту индустрию, потому что когда ты создала новую студию, ты еще создала одного классного игрока на этом рынке, и мне кажется, это очень здорово. Стараюсь, во всяком случае. Да, стараешься, да. Расскажи, пожалуйста, вот про этот момент, как ты решила перейти из найма в собственный бизнес? Это было довольно естественное событие для меня. Я вообще придерживаюсь такой жизненной философии, что все в жизни должно происходить естественно, а не то, что ты там бьешься головой об стенку и пытаешься что-то сделать или через силу это делаешь. Пока что то, что делала через силу, в итоге оказывалось тупиковыми путями, а то, что получалось само собой, так и продолжает жить. То есть пока что меня эта философия не подводила. Я продолжительное время работала в TypeType арт-директором. Собственно, это значит, я не только рисовала шрифты. Последнее время я, скорее наоборот, шрифты не рисовала, занималась всем чем угодно, кроме рисования шрифтов. Да, я работала с ребятами, которые их рисовали. Я общалась с клиентами, я смотрела, как, собственно, бизнес делается, как маркетинг делается, как продажи делаются. И в общем, у меня постепенно складывалось такое мнение, как бы я хотела видеть свою словолитню. Просто абстрактное мнение. То есть я предполагала, что, возможно, когда-нибудь я буду делать что-то свое, но у меня не было конкретной даты, когда я это буду делать. И, в принципе, мне очень нравилось работать в TypeType, мне нравилось ходить в офис, мне нравилось общаться с людьми. Очень хорошее, позитивное место. И да, это была работа в офисе. В принципе, это даже сдерживало, потому что уйти оттуда — это значит вот потерять то, что мне, в общем-то, нравится. И так получилось, что вот началась война, и случилась иммиграция, она как-то тоже сама собой случилась. Где-то в апреле 22-го мы с мужем уехали в Швецию на несколько месяцев пока что.
И да, я не уволилась сразу из TypeType, у меня вполне была возможность работать удаленно, что я и делала, все-таки ковид нас научил этому. Но все равно, когда ты, получаешься, вот отдалился, уже немножко, чуть-чуть хотя бы порвал вот эту связь с людьми, с офисом, сделал ее удаленной, то сразу начинаешь смотреть на вещи немножко по-другому. Сразу вот мысли о том, а как бы моя числоволить не могла выглядеть, они выплывают наружу. И плюс так случилось, что вот в Стокгольме меня довольно сильно впечатлила их визуальная среда вокруг, и мне захотелось вот нарисовать скетч шрифта просто, ни для чего, просто так. Просто я вот не умею рисовать картины, так, может быть, я бы нарисовала картину, я только вот шрифты умею рисовать, значит, нарисую, как Стокгольм выглядит в виде шрифта. Я его нарисовала, думаю, отличный, вообще-то первый шрифт мог бы быть для словолитни. Он, ну, по всем параметрам, которые вот у меня у самой в голове были, как должен выглядеть первый шрифт словолитни, он отлично туда подходит. Думаю, ну, все сошлось, значит, надо делать. Я вернулась в Россию, все обсудила, меня поддержали, в принципе, и в TypeType тоже, и постепенно, не сжигая мосты, то есть не хлопая дверью, а вот, как я уже говорила, я до сих пор поддерживаю с ними довольно плотные отношения, я вот начала заниматься чем-то своим. Стала продолжать рисовать тот шрифт, позиционируя его как первый шрифт словолитни. У меня целая статья написана о том, какой, я считаю, должен быть первый шрифт, почему именно этот шрифт я нарисовала первым, так что, если кому интересно, да, можно заходить ко мне на сайт. Дадим ссылочку на твой сайт. Пока я ее не переписала, я уже хочу это сделать. Время ограничено. Вот, и как-то все в итоге само собой получилось. Первый шрифт вышел, и я, естественно, очень прям смотрела на то, как он будет себя вести. Шрифт вышел, когда у меня даже интернет-магазина еще не было на сайте, то есть у меня какой-то сайт сделан на коленке был, я его тоже самостоятельно склепала на тильде, выставила шрифт на площадке пока что, ну, поначалу на MyFonts, и смотрела внимательно, как он будет работать. Если никакого отклика не будет, то, может быть, я бы и 10 раз подумала, стоит ли это продолжать. Но отклик был. Очень даже хороший, то есть это, конечно, не Гельветика, которая всегда в бестселлерах и еще, наверное, 100 лет будет. Надеюсь, нет, но все-таки. Вот, но для первого шрифта ноунейм словолитни я посчитала, что это хороший был результат, и поэтому я просто стала продолжать. И до сих пор продолжаю в том же духе. Вот нарисовала еще 2 шрифта, сейчас уже рисую 3, уже начинаю подключать своих бывших коллег на фриланс, чтобы мне они помогали. Вот, так что все довольно естественно происходит. Но главное, что... То есть тут мне не надо было на это решаться. Выдохнуть, сказать, ну все, я ухожу вот в эту пучину, не держите меня, и, может быть, никогда не увидимся больше. Это, то есть у меня было понимание, как должна выглядеть словолитня, как она должна функционировать, как я хочу продавать свои шрифты, где, какая моя относительно плюс-минус целевая аудитория, и какой должен быть первый шрифт. Угу. Вот. То есть это все вот накопилось и вылилось. Круто, очень крутая история. То есть на самом деле ты говоришь, что дизайнерам, что если вы хотите что-то сделать свое, надо делать. Конечно. Если прет, если вот прям ты чувствуешь в себе, да, может быть, стоит там подождать, когда оно, вот это чувство, ну, подкипит немножечко, когда вот все. И я знаю, как минимум первые шаги свои, то надо делать. Делать хотя бы... Да, важно, я поняла для себя, и работая в TypeType, и делая свое словолитнее, что не надо до совершенства доводить. Угу. Потому что до совершенства доводить можно 100 лет и не так ничего и не сделать. Как это правило Паретто или Паретто, я уже не помню, как его. 20%. 20% сделайте, нормально, да. Да, и можно уже запускать, что бы вы ни делали. И можно к этому относиться как proof of concept, то есть не прям серьезно. Если не получится, это не значит, что ты плохой человек, это не значит, что все, у тебя в жизни ничего не получится, и никто с тобой не будет общаться, не будет тебя любить, это не так. Вот, то есть надо немножечко груз ответственности с себя снять и сказать, я пробую. Мне понравилось 2 мысли в том, что ты сейчас сказала. Первое, то, что если ты хочешь что-то делать свое, это не значит, что нужно ссориться или хлопать дверями там, где условно ты
до этого находился. Я бы сказала, это запрещено. Ну вот на самом деле почему-то как раз обратная точка зрения очень яркая. То есть пытаются делать что-то свое на, скажем так, на каком-то противопоставлении, что вот там фу, я там где-то был, и там такое ужасное место, сейчас хочу вот прям сделать свое, и это будет классно. Вот. И вторая мысль классная, которая у тебя прозвучала, про то, что не надо бояться ошибиться, потому что у многих людей, особенно у дизайнеров женщин, есть вот это вот такое ощущение, что я сейчас что-то сделал плохо, и меня наругают. Ну, это как, знаешь, в школах, вот в российских, вот это все бесконечная Да, вот эта история воспитания через указание на ошибки. Мне кажется, это очень сдерживает. И поэтому твоя история очень вдохновляющая в этом смысле, что ты не побоялась взять и сделать шаг к тому, как ты бы хотела, чтобы было сделано. Вот это, мне кажется, очень классно. Спасибо, что ты поделилась этим. Ну, я рада. Надеюсь, это будет кому-нибудь полезно. А насчет того, что не надо сжигать мосты, это даже, я считаю, даже если есть какие-то вот там непонимания, может быть, с прошлым местом, или вот какой-то негатив, вот можно отнестись к этому абсолютно вот рационально и как бы выгоду из этого иметь. То есть если ты общаешься с людьми из той же сферы, у которых там больше опыта, больше возможностей, это значит, что они тебя могут поддержать в какой-то момент. Пускай советом даже просто. Это будет очень ценно. Я этим пользуюсь вовсю. Да, я даже не говорю там про деньги, ни про какие. Это не, наверное, это тоже важно, но на вторую как-то ступень отходит. Если что, вложения в словолитню не особо нужны какие-то. Вот, только время. Вот. Но опыт и просто вот поддержка тебя другими людьми — это очень важно. Поэтому я прям советую не зажигать мосты, ни с кем не ссориться. А если поссорились, то можно потом помириться. Да, вот. А если поссорились, можно помириться. Не надо бояться, что там кто-то кого-то проклянет. Угу. Ты сказала, что одна из вещей, почему ты вообще решила что-то делать, это то, что ты, когда погрузилась, прикоснулась, точнее, к культуре Стокгольма, визуальной культуре, и в том числе там, к визуальной культуре их шрифтов, тебя это вдохновило. Можешь немножко сказать про это? Потому что у тебя есть опыт жизни в России, в Швеции и в Сербии, и ты можешь сравнивать. Можешь немножко рассказать вот про то, что, на твой взгляд, шрифтовая культура России, шрифтовая культура Швеции, шрифтовая культура Балкан, Сербии? Ну, во-первых, я анализирую это уже постфактум, оглядываясь назад, думаю, почему меня действительно настолько вдохновила среда, что мне прям захотелось нарисовать буквы. Ну, такое вообще раньше не случалось, честно говоря, хоть я давно работаю шрифтовым дизайнером. Я подумала, что, может быть, потому что был еще ковид до этого, особо никто не выезжали, а я вообще это люблю путешествовать, смотреть, как люди живут в других странах, я никогда не смотрела на города с позиции вот нарисовать шрифт, то есть для меня нечто новое, только это изведаю, вот. Но то, что я уехала в Швецию, это визуальная среда, которая очень сильно отличается от российской, и плюс еще из-за того, что я и других визуальных сред особо не видела до этого, там 2 года, только Стамбул и все. Это тоже все-таки сыграло довольно сильную роль. В Швеции меня, сразу скажу, не только шрифты поразили. Шрифты, в принципе, самые обычные там. Да, можно выделить вот какую-то направленность этих шрифтов, но по сути в них нет ничего необычного, они не только в Швеции подойдут, они во всем мире сейчас используются, и все хорошо. Меня поразил вот подход к архитектуре, их природа, их вот то, что выглядит по-другому, не как я привыкла. Несмотря на то, что я жила в Питере, да, там уже чуть-чуть так северная природа, но я все-таки родилась в Москве, большую часть жизни прожила в Москве, а там природа совсем другая. Меня в первую очередь так, что в Швеции поразили, это камень, то, что там все расположено на камне, поэтому нет грязюки, которая вот у нас периодически появляется, особенно весной. Может быть, там растительность мховая, хвойная, там небольшие кустарники, то, что я там в книжках по географии в основном читала.
да, но вот то, что вот люди в этом живут, тоже было интересно себе почувствовать. Потом шведский дизайн, вот это вот скандинавский даже дизайн, который разошелся по всему миру, и это прекрасная вещь. Вот Икея та же самая, ты у себя поставил ее, и ты знаешь сразу, что у тебя все хорошо выглядит, если вот все там, например, из Икеи, да, утилитарно, но хорошо. Можно там что-то подороже взять, шведский дизайн, будешь вообще выделяться тогда из всех, и скажут: ох, ничего себе, какой у тебя дизайн там дома. Или если домик себе в таком квадратном шведском стиле сделал, тоже будешь выделяться. А там это то, в чем люди живут. Это то, как вот принято. Они осознают, что это шведский дизайн, да, они очень молодцы в маркетинг, они его распространяют, это экспорт, по сути, их, но ты живешь внутри этого, это совершенно другие ощущения. Я тоже пыталась анализировать их про себя, что я чувствую, и я не могу сказать, что это прям то, что я бы хотела в чем жить на постоянной основе. Я сразу скажу, что я не прям фанат Швеции, я очень рада быть в Сербии, вот, и жить здесь, но это очень-очень интересный опыт, вот, оказаться в этом. И шрифты, и типографика, оно туда встраивается. То есть это как бы не то, что отдельно, там, типографика шведская, это то, что является неотъемлемой чертой вот того же подхода к архитектуре, например, к их, как они там рационально, функционально планируют свои города, там, планируют инфраструктуру, как у них все чистенько, четенько, квадратненько, геометричненько, вот не выделяется. Не выделяться, это тоже вот известная, я думаю, черта, но там ты понимаешь, она спорная. Не могу сказать, что они не любят выделяться, там свои тонкие, мне кажется, психологические моменты, но я не буду сейчас вдаваться в эту тему. А когда ты приехала в Сербию, здесь у тебя возникло такой же какой-то наплыв новых эмоций, новых визуальных впечатлений, чтобы здесь создать какой-то свой шрифт, который вдохновлен, может быть, немножко Балканами? Да, но во второй раз. В первый раз я, получается, уехала из Швеции, приехала потом в Россию, то есть мои ощущения... Для меня Швеция осталась позади, я уже не думала, что туда вернусь. То есть я уже забыла, все хорошо, я уже в Сербию приехала из России, а российская сербская среда, они похожи чем-то хаотичностью своей. В Сербии она намного больше выражена, конечно. И я приехала в Нови Сад. Нови Сад, он такой довольно спокойный город, и в плане архитектуры и визуальной среды, то есть он хаотичен, но при этом он не давит на тебя, то есть ты спокойно так живешь, все хорошо. В общем-то, я никогда не задумывалась о местной визуальной среде, и вообще в этот момент я дорисовывала свой шведский шрифт. Вот, поэтому я о другом не думала. Потом так получилось, что я обратно вернулась в Швецию, снова вот это все через себя пропустила, сделала новый шрифт, поэтому я не просто пожила, я снова вот прям обдумывала заново все, что я вижу вокруг себя, и снова вернулась в Сербию, уже вернулась в Белград, а Белград, он сильно отличается от Нови Сада, и это, мне кажется, вообще противоположность Стокгольма. То есть из очень спокойного, интеллигентного и такого не выделяющегося Стокгольма ты приезжаешь в Белград, который просто кричит на тебя, как только ты выходишь на улицу. И поначалу тебе нужно к этому привыкнуть, почему тебя город постоянно вот просит обратить на себя внимание, как-то так. Потом ты понимаешь, что, в принципе, есть на что обратить внимание, там смотришь на эклектику в их зданиях, что здесь рядом, значит, здание конца 19 века, тут дальше идет их модернизм, а между этим какая-то стекляшка 2000-х годов страшненькая, непонятная. Вот, ты на это смотришь, тоже анализируешь, потом смотришь, как люди этим пользуются, насколько это такая довольно свободная среда, свободная для самовыражения среда, где люди на стенах могут много чего написать, как угодно свои магазины декорировать, может быть, страшненько даже, может, мне не нравится, но при этом вот это чувство свободы меня вдохновило на новый шрифт. Но вот это немножко отличается. Если Стокгольм меня буквально вдохновлял, в том числе шрифтами, которые там используются, в том числе фирменным шрифтом Стокгольма, у них есть свой, то Белград шрифтами скорее нет,
Если я, конечно, не хотела сделать какой-то чисто балканский проект, ретро такой, а у меня не было такой цели. Но мне очень хотелось передать то чувство свободы, которое я здесь ощущаю. А я его здесь ощущаю, и оно делает меня счастливой. Вот. Поэтому сейчас я делаю действительно шрифт, тоже гротеск, но вот уже скорее немножко дальше погрузилась в интерпретацию реальности вокруг меня, уже не буквально визуально, а скорее более чувственной. Интересно. Ну, то есть, смотри, получается, что для дизайнера очень важно не сидеть в одном месте, не смотреть на одно и то же, а если есть возможность путешествовать, общаться с разными людьми, чтобы все время чем-то вдохновляться. Это в идеале. Я понимаю, что это очень финансово и время затратно путешествовать, вот, но 100% важно давать себе какую-то новую информацию, общаться с новыми людьми совершенно точно. Как минимум, хотя бы по сети лазить, да, и я, например, иногда замечаю за собой, что если я вдруг вот какое-то время перестаю сидеть, например, в социальных сетях, смотреть, что там вот происходит, что там, может, какие-то тренды новые, иногда хочется прям отдохнуть, я могу, не знаю, уйти в депрессию, полгода там почти не появляться. Это я утрирую, но в любом случае. Я чувствую, что у меня как будто иссякает какой-то источник дополнительной информации, а по сути дизайн, это же, мне кажется, сейчас сложно сделать что-то новое, мы перерабатываем в любом случае то, что мы видим вокруг, в что-то, но в любом случае это переработка информации, которую мы получаем, поэтому если у нас нет информации, у нас по сути как будто нету глины, чтобы чашечку себе сделать какую-нибудь. Я ощутил на самом деле тоже у себя эту историю, когда переехал. Я занимаюсь цифровым дизайном, цифровым дизайном, и там база цифрового дизайна — это сценарий поведения человека. И то, как дизайн ему помогает в разных ситуациях. Особенно, когда ты попадаешь в среду, в которой язык другой, ты прям чувствуешь, что либо дизайн вывесок, дизайн пространств, дизайн среды, он тебе помогает, либо он тебе либо мешает, либо он нейтрально к тебе относится. Это очень хорошо прочувствовалось. И в этот момент я прям супер обрадовался, насколько большую вещь делают дизайнеры, когда продумывают, например, нормально, правильно продумывают, не знаю, интерфейс заказа еды в какой-нибудь сети. То есть, условно, ты заходишь в Макдональдс, ты знаешь, куда нажать, ты знаешь, что сделать, как пройти туда, куда надо и так далее. И это прям супер вдохновляет на самом деле. Когда ты живешь в своей среде, ты к этому привыкаешь и не замечаешь. А когда ты куда-то выезжаешь, ты понимаешь, что даже дизайнер – это человек, и, кстати, шрифтовой дизайнер тоже, который на каком-то нерациональном уровне формирует, управляет вниманием человека и формирует его поведение в том числе. То есть, да, и это очень здорово. Это хорошо чувствуется эта история в профессии, которая может быть в других профессиях, которые нет. Ты хорошую, интересную тему затронула про то, что ты увидел разницу между современным шрифтовым пространством Сербии и тем, что осталось от Югославии. Можешь немножко про это сказать? Потому что когда я хожу и смотрю на какие-то вывески, на подписи на памятниках, на указатели, на таблички, которые еще остались старые, у меня ощущение, что как будто бы там в то время, во время Югославии, со шрифтами как-то было получше, как будто бы. И как будто бы сейчас в Сербии немножко такой хаос, шрифтовой хаос. И это, кстати, очень похоже на Россию. Потому что в Советском Союзе, хотя понятно, что шрифтов было очень мало, они были такие, прям... Советский леттеринг очень ценится. Да. Их в смысле коммерческих было не так много, но как будто бы была какая-то культура, скажем так, шрифтовая все равно, она присутствовала, то, что называется шрифтовая культура, норма шрифтовая. А потом это все так вспыхнуло, и получился этот хаос. Здесь похожая история. И можешь немножко на тему югославских шрифтов, югославских буквок поговорить чуть-чуть, рассказать, что ты про это думаешь? Слушай, тут можно прям прямую параллель провести и в том числе с архитектурой. То есть у нас есть эта архитектура модернизма, которая в Югославии процветала еще даже похлеще, чем в Советском Союзе. То есть
Я поначалу мне казалось, что они похожи там с советской архитектурой, потом я поняла, что она здесь еще даже еще круче, и еще с такой более интересной мыслью. Более яркой, как будто более бы. яркой, но да, но принципы те же, да, рациональность какая-то, геометричность и вот работа с формой, да. Шрифты, они отвечают этой архитектуре, которые были в Югославии и в Советском Союзе тоже в том числе. Если вот говорить, да, про вывески какие-то, про, может быть, то, что рисовали на стенах, я не имею в виду там граффити, вот, но что-то вывесочное, да. И тут тоже, по сути, формы вот повторяют формы и принципы архитектуры. Это геометричность, это такая прямолинейность, брутальность, но при этом вот саму вот эту брутальную форму, геометрично прямолинейную, ее могут изогнуть так, что прям, интересно, как они завиток это сделали, изогнули вот эту вот толстую линию какую-нибудь. Причем сам вид леттеринг, то есть я не могу сказать, что я вот, посмотрев на югославский леттеринг, могу взять и нарисовать шрифт на основе него, потому что он очень разный может быть. Да, у него будут принципы похожи, но я могу, вот у меня рядом с домом прекрасная на Мечтай написано курсивом, но при этом вот по таким же принципам очень брутальный курсив. Я его 10 раз уже сфоткала, просто потому что прохожу мимо него каждый раз. Или это может быть просто палка, на соединениях закругления будут какие-то, но это тоже вот такая более четкая, более простая, но все еще антуражная югославская тема. То есть, а потом модернизм ушел. Вот если на современную архитектуру посмотреть, может быть, не прям современную, сейчас как-то чуть-чуть начинают облагораживать ее, а вот что-то между. Там тоже иногда смотришь, что они такое налепили, непонятное. И у нас также, в Москве там где-нибудь, в Питере тоже поставили какую-то страшную штуку, зачем ее сейчас снести, вроде новое здание, жалко. Ну и как будто вот и шрифты тоже, что-то непонятное пошло. То есть у шрифта осталась функция донести информацию. У здания есть функция быть офисом. И, может быть, вроде как, там, по мнению конкретного человека, выглядеть симпатично на данный момент. Не факт, что у этого человека там был какой-то вкус. У него была скорее вот задача. Мне нужен офис. Тут тоже шрифт. Мне нужно написать, что у меня здесь, не знаю, шиномонтаж или пекара. Вот есть шрифт, бесплатно, без регистрации, вообще замечательно. Пожалуйста, напишем. То есть я не разделяю вот эти потоки. И политические, получается, и за вот этой политикой идет модернизм со своими такими утопическими немного взглядами. Плюс к этому идут шрифты как часть. А потом это все разваливается, и шрифтовая среда тоже разваливается. Потом подсобирается. То есть это шрифт отдельно не живет, он живет в среде. Вот. Что с средой происходит, то есть со шрифтом. Какой, на твой взгляд, самый ужасный шрифт? Мне не нравится кириллица Верил. Если в латинице более-менее, так скажем, взгляд на гельветику, не уникальный шрифт совсем, как гельветика, в принципе. Но вот кириллицу, которую в основном используют в Эриале, я не знаю, может быть, у меня есть еще какая-нибудь не очень хорошо выглядит, просто потому что это не очень хорошая кириллица. А так, мы с тобой обсуждали уже эту тему, сами по себе у шрифта есть плохое использование. То есть, да, многие любят хейтить Comic Sans. Вы его используете правильно, там, где нужны такие формы детские. Не пишите деловые документы Comic Sans. Да, я вот доклады в школе писала Comic Sans, считала, что я не такая, как все. Он был такой красивенький, изогнутый. Да, вы используете его правильно, все с ним будет хорошо, замечательный шрифт. Вот. Можно, конечно, сказать, что есть люди совсем неопытные, там, которые допускают ошибки. Тоже зачем тогда это обсуждать? Люди учатся, там, ошибки допускают. Это не значит, что там... А как вот дизайнерам... То есть ты говоришь о чем? О том, что плохих шрифтов нет, есть плохое применение, да, условно говоря. И люди
должны, ну, то есть вот особенно дизайнеры, потому что они этим занимаются, они должны различать, да, когда какой шрифт хорошо работает и применяется. Что ты посоветуешь особенно молодым ребятам, что стоит почитать, что стоит посмотреть, как себе вот эту норму шрифтовую собрать, да, чтобы ориентироваться в этой среде, а не просто делать, потому что это модно, или потому что это современно, или все такие используют, или это просто бесплатный шрифт. Ну, для русскоязычной среды точно могу посоветовать живую типографику Корольковой Александры. Она, по-моему, сейчас даже ее будет переиздавать, и эта книга ее, по-моему, даже в бесплатном доступе можно найти. Там все довольно простым языком, все аспекты и шрифтового дизайна, и применения, и визуальной среды рассказаны, то есть с этого можно начинать. Дальше я бы на самом деле посоветовала подписаться на какие-нибудь ресурсы, которые там статейки выпускают, рассказывают, вот здесь мы применили такой-то шрифт, смотрите, как красиво, вот потому-то мы его применили. Мы тебя возьмем эти ресурсы и ссылочки в описании оставим. Хорошо, да, я их пособираю и пришлю. Спасибо. Все интересное. Вот, потом заходите на сайты, например, там Awards, где вот веб прекрасный представлен, смотреть, что нравится, что не нравится, и пытаться про себя проанализировать. А почему? То есть не только слушать то, что тебе говорят, или читать, а потом пытаться свои ощущения проанализировать. Потому что в итоге все равно надо будет на своих ощущениях работать в какой-то момент. Можно начинать потихоньку это делать. Вот. Попытаться поначалу слушать людей, которым вот ты доверяешь и считаешь, что это профессионал. Может быть, попросить там посоветовать. Потому что поначалу, наверное, сложно определить, кто профессионал, а кто просто говорить любит много. Вот. И, почитать, посмотреть, что они делают. Потом, конечно, общение, прямое общение с людьми и работа в этой сфере — это самое основное, что дает очень быстрый рост. То есть, да, можно самостоятельно вариться и пытаться проанализировать то, что ты увидел, прочитал и так далее. Но ничто не заменит конструктивной критики. Не просто критики, кто-то пришел, тебе комментарий написал на Фейсбуке, а конкретно, когда ты попросил человека сказать тебе критику, и тебе ее дали. То есть, когда ты ей доверяешь. Вот мне кажется, это интересно, знаешь, в каком смысле? То есть, ты сказала про общение. Я точно совершенно знаю и слышал от других ребят, что есть вот эта психологическая пропасть между обычными дизайнерами, между дизайнерами там цифровыми, например, там UX UI дизайнерами или графическими дизайнерами, или там motion дизайнерами и шрифтовыми дизайнерами. То есть в понимании вот такого среднестатистического дизайнера, шрифтовой дизайнер — такая отдельная группа, она живет там в какой-то башне из слоновой кости, к ним ходить не надо, потому что они такие все в своей сфере, во-первых, во-вторых, сильно они такие умные, заумные и шибко умные, да, и вообще как бы трогать их не надо, они там сидят в лицензиях своих, обложились лицензиями, и к ним подходить не надо. Вот как тебе кажется, это миф или не миф, и это хорошо или плохо? То есть вообще как сделать так, чтобы шрифтовые дизайнеры и обычные дизайнеры больше встречались, больше общались и как-то слышали друг друга? Я не буду говорить, что это не миф, но я вижу, как это довольно быстро меняется. То есть поколение шрифтовых дизайнеров, и мне кажется, чем младше поколение, тем сейчас, во всяком случае, то, что я смотрю, тем более оно открыто к общению. Я для себя так определила, почему это происходит. Вход в профессию шрифтового дизайнера сильно понизил планку. То есть, да, сейчас уже программы шрифтовые, например, очень user-friendly стали, доступны тебе. В принципе, ты можешь уже скачать там глифс какой-то и попробовать что-то нарисовать, уже ничего не зная даже о шрифте. Там прекрасно есть инструкции, как это все делается. Раньше сама разработка шрифта — это что-то вообще непонятное, как это делается, кто это делает, что там вообще происходит, как будто космический корабль какой-то открываешь, и только какой-то гуру, наверное, может там что-то сделать. Это во-первых. Во-вторых, на самом деле компании, тоже я это замечаю,
все больше и больше понимают, что можно сделать шрифт для себя. Раньше это, мне кажется, чуть менее распространенная была тема, но постепенно все-таки увеличивается, и это как бы сближает нас. То есть, если компания решает сделать для себя шрифт, ей дизайн команде или там, может, нанятому дизайн-агентству, надо будет работать вплотную со шрифтовым дизайнером. Или даже наоборот, шрифтовому дизайнеру надо будет вплотную работать с граф-дизайнерами, веб-дизайнерами, бренд-дизайнерами. И вот, по сути, это сильно сближает эту пропасть. Вот, то есть появляется, вот как в брекетах резиночки ставят, там зубы стягивают, тут также получается резиночка, которая постепенно все это стягивает. Приходится говорить на одном языке, и постепенно этот язык действительно становится одним. Вот. То есть на самом деле ты говоришь о чем, что не надо бояться общаться со шрифтовыми дизайнерами, они не страшные, не кусаются, и можно с ними найти общий язык. Можно найти тех, которые кусаются, конечно. Но если вдруг человек укусил тебя, можно пойти к другому шрифтовому дизайнеру, в конце концов. И к молодым надо идти шрифтовым дизайнерам из нового поколения, да? Я не буду эйджизмом тут. Окей, хорошо. Супер. А вот смотри, еще такая история. Я на самом деле сейчас хочу с другой стороны зайти. Есть все, что касается брендинга, графического дизайна, да, все эти истории. Но вот современный, например, цифровой дизайн, UX, UI, это вот максимально бизнесовая история. То есть это супер встроенная в бизнес, супер встроенный в бизнес-процесс. По факту вот там это такой дизайнер, такой оператор станка внутри бизнеса. Он сидит и делает там всякие штуки, сценарии какие-то или там элементы и так далее. И я много раз слышал от дизайнеров, что они, когда приходят в общем, единственный критерий, хороший дизайн или плохой для больших бизнесов цифровых, это метрики. Метрика растет, метрика падает. Значит, дизайн хороший или дизайн плохой. Это на самом деле правильно, это классно, но я много слышал таких историй, что продукты вообще не понимают, не видят разницы между шрифтами. Продукт-менеджеры. Фронтендеры не видят разницы между шрифтами. То есть для них это там окей, они отличают там антикву от гротеска, то не факт. Вот, но, например, в гротеске от гротеска или там антикву от антиквы вообще не отличают. Вот. И что ты можешь вот сказать про это? Вот что внутри шрифтовой индустрии и про это думают? Вообще думают ли что-то, понимают, что это проблема может быть? Потому что сейчас, на самом деле, самое частое использование шрифта – это интерфейсы. Люди постоянно видят интерфейсы. То есть ты смотришь в телефон 8 часов в день, да, и смотришь на сайты, смотришь еще куда-то. И шрифт – это на самом деле основа современного интерфейса. И когда люди из цифровых продуктов говорят, мы не видим разницы между шрифтами, да, то есть зачем нам свой шрифт? Зачем нам подбирать какой-то шрифт, который будет хорошо работать в маленьких, в больших, в средних размерах и так далее, да? Вот. Это прям огромная проблема, потому что это фактически задает новую норму. То есть то, что раньше считалось неправильным, например, там плохие переносы или там разрядка какая-то неправильная. Сейчас вообще просто за это закрывают глаза, потому что, а то вот был... И мы сверстали контейнер, в него шрифт встал, и слава богу. Я так скажу, у шрифта функция, я считаю, особенно вот в таких проектах, там у тебя есть интерфейс, тебе нужно, чтобы он работал, значит, надо, чтобы шрифт там хорошо работал. А здесь, скорее всего, графическая составляющая шрифта отойдет на второй план. Да, если вот тебе надо просто, чтобы шрифт читался, не отвлекал человека, и отлично, можно вообще, может быть, системный взять и не париться на эту тему, что в этом есть, что в этом плохого. То есть специально усложнять, если этого не нужно, я считаю, не нужно. Вот. С другой стороны, ты вот упомянул там про разрядки, про читабельность. Вот это как раз на функционал влияет. Здесь, то есть, когда мы говорим разбираться в шрифтах, одно дело разбираться в их графике, там понять, это геометрический гротеск, это нео, это такая-то антиква, это сякая. Вот, у нас здесь такой характер дружелюбный, а здесь недружелюбный. Вот в этом плане можно разбираться, а можно разбираться действительно, насколько там буквы далеко друг от друга стоят у тебя вот здесь на экране, когда человек смотрит, или нет, или насколько там у тебя слипается или нет. Это даже уже не разбираться в шрифтах, а это скорее вот увидеть свой собственный продукт
посмотреть, а удобно ли будет с ним пользователю. То есть это уже не только про шрифты, это вот про то, как ты сам весь этот продукт видишь. И да, здесь нужно иметь насмотренность на шрифты. То есть по себе, если судить, я знаю, вот как постепенно ты погружаешься в шрифтовой дизайн. Вот у нас мозг, он очень много фильтрует информации, чтобы лишняя она не шла к тебе. И шрифт в основном, он тоже как бы, он состоит из кучи мелких деталей, и он тоже фильтруется, потому что нам не надо смотреть на все эти детали. И вот шрифтовым дизайнером ты становишься все лучше и лучше, когда ты постепенно начинаешь видеть разные детали, потому что один раз тебе, может, на них показали, или в другой раз ты сам как-то вот случайно обратил внимание, и это, как называется, я больше не могу это развидеть. Вот ты все, теперь ты видишь, ты везде на это обращаешь внимание. Чем больше таких деталей, на которые ты обращаешь внимание, есть, и которыми, про которые ты переживаешь, которые ты рисуешь, смотришь, чтобы были правильно, тем как бы ты опытнее шрифтовой дизайнер. В принципе, то же самое можно сказать и про дизайнера, который пользуется шрифтом. Можно вообще не видеть и не понимать, насколько хороший там спейсинг, кернинг, или, может быть, он нехороший, вообще шрифт нужно заменить, потому что он некачественный. Или, в принципе, нормально, но тебе все равно может быть, что шрифт не несет в себе никакой там посыл дополнительного. Может, тебе это и не надо. Так что вот здесь я бы разделила про разбираться в шрифтах. И с позиции, что вот мы думаем, во-первых, я не могу за всех сказать, я скорее вот про то, что я сама думаю, с чем я сталкивалась. Когда мы говорим про сложные интерфейсы, да, мы в том числе разрабатывали, например, шрифты для всяких интерфейсов, я так скажу, большая часть работы в итоге занимает вот именно техническая доработка шрифта, чтобы у него правильный был интерлиньяж, чтобы на всех платформах, чтобы вот действительно там правильно спейсинг стоял. И есть люди-профессионалы на стороне заказчика, которые действительно видят, что нет, вот здесь, наверное, что у нас скачет. Или, например, что там в одном месте у нас... не знаю, шрифт в кнопке стоит по одному, а на другой площадке шрифт в кнопке стоит по-другому. Это тоже вещи, которые шрифтовой дизайнер может поправить, точнее, даже инженер шрифтовой, это отдельная профессия. И, то есть, это огромная тоже работа в шрифтовом дизайне, и если мы говорим вот про интерфейсы, то в том числе ее тоже нужно, про нее тоже нужно думать, и она, возможно, даже больше займет места, времени, сил и денег, чем графические находки какие-то. Это очень хорошо, на самом деле, очень хорошо перекликается с тем, что я сам думаю. То есть для дизайнера, вот, которые жалуются, что там, начальство условно или там фронтендеры не понимают, чем шрифт отличается друг от друга, надо как раз оперировать не условно красивый, некрасивый, а нужно лезть глубже и тестировать шрифт в разных сценариях и объяснять людям, почему это читается хуже, значит, конверсия будет меньше. Да. А сюда мы не можем поставить такой-то заголовок, а сюда мы не можем поставить текст, побольше абзац текста, потому что он тоже будет плохим. То есть нужно объяснять людям, как шрифт работает, как он работает. Не просто как он выглядит, а как он работает. Если дизайнер может сам это объяснить, да, то есть, тогда вообще, мне кажется, вопросов нет, и любой продукт, он скажет: о, конечно, я хочу, чтобы кнопку нажимали. То есть тут вообще вопросов нет. Да, это интересно. Вот можешь, смотри, ты сейчас немножко так вскользь задела, а вот можешь вот коротенько сказать, что такое современная индустрия создания шрифтов? Вот как она выглядит? Потому что, мне кажется, тоже не все это понимают. Кто-то думает, что это там сидит этот безумный художник и рисует. Что такое современная индустрия создания шрифтов? У нее есть и безумные художники тоже. Почему нет? Без них мир был бы намного более скучный. Там есть, я бы сказала, разные уровни. В общем, я бы поделила... не я бы поделила, а вообще принято вот у нас в среде делить рынок на бутики и на масс-маркет. Мы я бы сказала, что с одеждой себя можем немного проассоциировать. Вот. А бутики в основном это, или еще инди-тайп фаундри иногда говорят. Это немножко разные вещи, но, в общем, инди или бутики, они поменьше, они более концептуальные, как и бутик одежды. То есть он может быть, ту же футболку тебе сделает, но в ней, может быть, будет что-то
такое интересное. Или ты философию бренда разделяешь, значит, ты будешь покупать нейтральный гротеск именно у этой словолитни, а не у корпорации огромной. Ну, или там часто больше внимания к деталям. Да, часто там вот даже в обычном шрифте можно прочувствовать какое-то авторское видение, и часто они дороже. Не всегда прям сильно, вот, в бутиках, но в основном они подороже. Есть масс-маркет, у которых, я бы сказала, цикл производства может быть даже подлиннее, может быть, точнее, трудозатратнее, может быть. Ну ладно, хотя на самом деле это когда как, смотри, какая задача у шрифта, то есть там больше людей работает, больше, может быть, стажеров каких-нибудь, то есть это довольно большая машина. Они вот рассчитаны на выпуск коммерческого продукта. Я не могу сказать, что это плохой продукт. Они прям, ну, вполне себе хорошие шрифты можно найти, которые награды выигрывают и так далее, но там скорее это некий конвейер. В бутике часто, например, один человек может над шрифтом работать, ну или один там с помощью там еще какого-нибудь человека. А вот в масс-маркете это будет, может быть, там одна задачка в разработке шрифта у одного человека, другая у другого человека, третьего человека. Вот авторство чуть-чуть размывается, а иногда не чуть-чуть, иногда совсем. Иногда вот человек сделал шрифт, как бы вот авторское видение, у него там есть какое-то свое, а потом над ним продолжает работать уже совершенно другой человек. То есть это, в принципе, ну, такое может быть. А бывают совсем корпорации, которые разработку шрифта отдают на аутсорс другим компаниям, но берут свою стоимость за это. Вот, то есть есть совсем там инди маленький, там один человек, два человека может что-то клепать. В принципе, я даже не знаю, я бы хотела быть бутиком, пока, мне кажется, я инди. Я все-таки один человек и еще несколько моих коллег, которые по доброте душевной со мной работают. То есть, в принципе, я даже так скажу, работая внутри одной компании, ты не знаешь, как работают внутри другой компании. И, то есть, вполне возможно, что вот я там описала свой опыт работы и там на масс-маркете и в бутике, но на самом деле там другой масс-маркет, у него будут какие-то другие принципы, у другого бутика будут другие принципы. Мы довольно мало друг о друге знаем. Я понял, да. А какие основные этапы разработки шрифта? То есть вот с чего все начинается, как проходит? Ты сказала там про шрифтовых инженеров. Интересно. Ну, сначала идея нужна, естественно. Как ее брать, это такой риторический вопрос. Например, я когда делаю шрифты для своей словолитни, у меня есть представление, как я вот хочу, чтобы моя коллекция выглядела. И, ну, пока она не наполнилась, не заполнила вот все это мое представление, мне не надо думать прямо о том, какой я шрифт хочу в этот раз сделать. То есть у меня есть несколько вариантов, я могу выбрать, над каким я сейчас хочу работать, и работать. В принципе, вот шрифт, вдохновленный Белградом, он прекрасно вписывается в мой план. Кто-то, ну, если есть какая-то абстрактная задача, нужен шрифт, ну, ищет вдохновение, может быть, среди референсов или среди того, что популярно сейчас. Или, может быть, увидел какую-то там надпись и захотел вот что-то навеянное ей сделать. Или увидел какой-то старый шрифт, это у нас называется revival, когда берется там шрифт вековой или несколько вековой давности и делается его цифровая версия точь-в-точь, или, может быть, ну, современная интерпретация. Ну, в общем, идеи, в принципе, не только про шрифтовый дизайн, можно сказать, в принципе, дизайн-идея может из разных появиться вещей. Вот, я в основном стараюсь от задачи идти. То есть хотя бы сделать себе самостоятельно, придумать задачу, это легче всего. А потом чем-то вдохновиться уже в графическом плане. Вот, потом идут скетчи, тестовое слово в основном, в латинице hand gloves, например, в кириллице Nobelfeig, кто-то все другие тестовые слова составляет. Смотрит вот человек, насколько нравится, не нравится, допиливает. Ну, в общем, обычный скетчинг получается. Дальше там может расшириться немножко касса знаков.
И вот так постепенно дорисовывая там знаки и постоянно смотря на то, насколько все хорошо, гармонично все еще смотрится, или что-то улетело куда-то не в ту сторону, или, может быть, что-то вообще нужно поменять, чтобы все сложилось. Дорисовываются начертания дальше, иногда прямо на стадии скетчей, и, наверное, даже я бы советовала на стадии скетчей это делать, чтобы смотреть, там у меня будет такое-то жирное, такое-то тонкое, а еще я захочу такой-то италик сделать, или, может быть, узкие какие-то начертания, может, что-то вообще другое, но тоже в рамках этого же семейства. Ну вот, скетчи. Во время скетча ты, получается, убеждаешься в своей идее, что она жизнеспособна, шрифт красиво выглядит. Вот, в инстаграмчик запостил, получил отклик, понял, что, видимо, нравится, продолжаешь делать. Дальше такая чуть менее творческая часть, когда ты просто расширяешь знаковый состав, он может быть очень большой, там до 1500 знаков может быть в одном начертании. 500 уже, в принципе, достаточно для современного шрифта. Ты вот рисуешь языки различные, там цифры, знаки препинания, вот это все. Там встречаются там творческие моменты, например, как амперсант нарисовать. Это прям такое, может быть, фишкой шрифта красивый амперсант. Вот. А есть такие, где вот рисуешь диакритику, да. Она есть, и надо просто, чтобы она не противоречила шрифту и гармонично в него встраивалась. Но это не очень творческая часть. Бывают разные варианты, конечно, но в основном нет. Вот, это все на всех этих стадиях ты тестируешь постоянно шрифт, смотришь, как он в текстах выглядит, если это что-то текстовое, пытаешься какие-нибудь постеры нарисовать, самостоятельно придумать, или просишь своего друга-дизайнера сделать какой-нибудь постер, если это что-то для заголовков, дисплейное. Потом вот нарисовал, например, прямые, у тебя вот уже есть, ты в них уверен, делаешь, например, италики. Очень часто италики бывают в семействе. Это чуть еще менее творческая задача, если это просто наклонные начертания. Чуть-чуть с творчеством, если это true италик, когда формы меняются, но не все. То есть чем дальше идет, тем количество творчества уменьшается. Да, количество рутинных дел увеличивается. Вот. Когда ты вот нарисовал семейство, которое хотел, дальше ты делаешь кернинг, это уже совсем техническая задача, и дальше идет работа шрифтового инженера. Кернинг, в принципе, тоже может быть работа шрифтового инженера. Это человек, который проверит правильность контуров, а в шрифте очень важно именно правильно нарисовать контуры, чтобы при отображении, особенно на экране, не возникало никаких косяков, там, помятостей странных, то есть разное может быть. Вот. Настраивает, вот есть font-info, так называемые, то есть это параметры буквально цифровые или названия какие-нибудь, вот очень такой, тоже как маленький космический корабль выглядит интерфейс, там много всяких параметров можно записать, то есть это тоже делает шрифтовой инженер, или шрифтовой дизайнер, который более-менее уверенно себя в этом чувствует, или с помощью совета шрифтового инженера. Вот. И, собственно, когда графическая часть и техничка в шрифте вот все собрались, то остается дело за продвижением, маркетингом, продажами. Этим можно вообще не заниматься, конечно, но тогда как бы шрифт как ежик, пока не пнешь, не полетит, я бы так сказала. То есть все равно надо и маркетингом тоже заниматься, хоть как-то пытаться. Если просто выложить шрифт, и про него никто ничего не знает, и никому про него ничего не говорил, то малые шансы на то, что он будет хоть как-то успешен. Есть, конечно, если у него выдающийся дизайн какой-то, но все равно надо хоть кому-то написать об этом. Слушай, вот скажи, пожалуйста, а как ты думаешь, зачем столько шрифтов? Их там, их же реально какие-то невероятные количества, заходишь в любую библиотеку, их там... Вот, и их все продолжают и продолжают делать. Бывает, что вопрос дурацкий, но... У меня есть ответ, и меня много раз его спрашивали, зачем новые кроссовки каждый год выпускать, новую футболку каждый год делать. Вот. То есть вообще на шрифты есть мода, так же, как и на любой дизайн, и на любое
предмет одежды, например, вроде, ну, кроссовки, да, они функцию ту же самую выполняют. Ну, может быть, там чуть-чуть технологически могут поменяться, шрифты тоже могут чуть-чуть технологически поменяться. Вот, но, в принципе, зачем их визуально менять? Не надо, вот. Но люди хотят что-то новое. Кто-то пользуется гельветикой, и все хорошо. Но гельветику тоже выпускают новую, ее покупают, потому что обновленная нестареющая классика тоже всегда популярна. А как ты думаешь, нужно обычному дизайнеру бояться пробовать что-то делать, какой-то свой шрифт, что-то изучать или нет? Зачем или это не так страшно? Вот что ты скажешь, например, человек, который работает с дизайнером и хочет попробовать себя в шрифтовом дизайне? Зачем бояться вообще чего-то? Не надо бояться. Если, тем более, ты закрылся у себя дома, скачал там глифс нелегально, например, и что-то попытался сделать, точно тебя за это никто не наругает. Вот, так что бояться не надо. Я бы сказала, что это полезно, ну, даже если ты потом никогда не будешь делать шрифты и вообще ты не хочешь быть шрифтовым дизайнером, то просто понять, как шрифт делается, из чего он состоит, ну, тебе поможет дальше в работе. Например, ты сможешь пообщаться со шрифтовым дизайнером и сказать, понять, что шрифт вообще-то это такой предмет, ну, не предмет, объект цифровой, который можно менять. И это довольно просто делается, и шрифтовой дизайнер, даже если не ты сам, шрифтовой дизайнер может тебе вот подправить что-то под твой проект. И это, в общем-то, то, что, кстати, вот мы, словолитни, ну, пытаемся сейчас продвигать в массы, что со шрифтом можно работать. Вот из него, даже из готового шрифта можно что-то другое слепить. Вот, это будет быстрее, дешевле, вот, и всем выгоднее. То есть когда ты сам вот что-то пробуешь, ты лучше понимаешь, как в итоге чужое работает. Вот, поэтому я всячески только советую, конечно. Угу. Как ты думаешь, да, уже будем потихонечку закругляться, как ты думаешь, куда движется шрифтовый дизайн сейчас? И движется ли он куда-нибудь вообще? Да он движется вместе со всем дизайном вокруг. То есть он не является какой-то отдельной частью, он, ну, неизменная часть всего остального. Да, я могу там сказать про какие-то тренды, да, например. Давай, 5 трендов шрифтового дизайна. Я могу одну интересную историю рассказать, смешную напоследок. И один тренд. Очень интересный, кстати. Да, это даже короткая историческая справка. Давай. Полминутки буквально. Да. Вот изначально, ну, шрифты, если мы пропустим готику, с которой печать, по сути, началась, там, да, она ушла в антиковые, и вот антикова был стандарт, ну, другого даже и не было, по сути, да, вот был антикова. Потом в начале 20 века, даже в конце 19-го, там, промышленная революция, вот начали делать гротески. Гротеск, слово вообще само по себе, оно обозначает что-то, ну, такое себе, там, да, что-то чересчур странное, и тогда это так и было. То есть это было что-то, ой, ну придумывали тут эти дизайнеры, лишь бы вот рекламу какую-то более яркую сделать, вот гротески эти, значит, нарисовали, а потом еще слабые там всякие пошли, вообще кто куда вот пошел. Но гротески в итоге вошли как бы в тренд. Я сейчас не буду там углубляться, но вот они вошли в тренд, и постепенно мы вот видим, что антиква-то вообще-то уже давно на заднем плане, да, они все еще вторые по продажам, но гротески сильно, очень-очень сильно больше занимают рынка, чем антиквы. Я уж не говорю про остальные виды шрифтов. И вот мы, шрифтовые дизайнеры, очень любим антиквы, потому что, ну, гротесков нейтральных, ну, сколько их вот можно нарисовать? Можно, конечно, их рисовать, но скучно же, хочется чего-то вот. А в антике вот можно уйти больше в творчество, там, засечки какие-нибудь интересные рисовать, завитушечки, там, ну, неважно, контраст. И вот сейчас тренд мой лично любимый, это то, что антика как будто бы постепенно возвращается. Я слабо верю в то, что она займет место гротеска, конечно, вот, но то, что она, может быть, хотя бы чуть побольше рынка, хотя бы дисплейного займет, вот это, ну, такие ощущения есть. Например, если присмотреться в постерах, там в каких-нибудь, ну, в крупных размерах часто используются там узкие, очень контрастные антиквы.
И это я стала, кстати, в Швеции замечать. В Швеции вообще любят антиквы. Я прям поражалась, в каких местах их используют. Ну, потом я постепенно стала и в мировом дизайне вокруг тоже видеть, что вот их постепенно внедряют. Вот это один тренд, который я отмечу для себя. Я очень надеюсь, что это не какой-то сезонный тренд, что все-таки бывают и такие, да, сезонные, что это все-таки что-то более долгоиграющее, хотя, может быть, не узкий антиквы, но просто антиквы. Хотя бы люди перестанут их бояться, потому что люди реально боятся их использовать, потому что вдруг там как-то она не подойдет. Вот. Гротески все знают, вот в айфоне у тебя в андроиде гротеск, вот, его уже никто не замечает, а если будет антиква, сразу люди увидят разницу, что-то не так. В общем, надеюсь, люди начнут попривыкать хотя бы к антиквам. В общем, make Antiqua great again. Да. Призыв ко всем дизайнерам. Вот, по поводу трендов, кстати, если интересно, например, MyFonts делает каждый год, в начале года рассылку, не только MyFonts, но MyFonts — это самый крупный шрифтовой магазин, им как бы кто, если не они, делают рассылку по трендам на 24 год, тоже как в одежде. Тебе говорят с начала года, у нас такие-то тренды, значит, будут в этом году. Вот также и по шрифтам. Они, кстати, про антиквы тоже отмечали. Вот смешная история, надеюсь, у меня получится ее рассказать. Понятно? В этой рассылке был один из моих шрифтов, сушка, такой дисплейненький, довольно простой шрифт, веселенький. И они мне написали, вот, перед тем, как делать рассылку, мы хотим делать рассылку, хотим включить туда ваш шрифт, мы со скидкой все шрифты, значит, туда вставляем, вот, вы не против, если мы вот вставим, сделаем скидку, вот это сушка, и мы делаем разделы в нашей рассылке, и ваш шрифт сушка подходит в раздел whatever. Вот, то есть если, с английского сленговое слово переводить как ок. Я долго смеялась, конечно, согласилась, конечно, хоть где-то, хоть whatever. Так что, вот, кстати, он получил награду недавно. Вот это здорово, поздравляю. Да, спасибо. Это была смешная история. Да. Юль, спасибо, что ты сегодня пришла. Огромное спасибо, что ты поделилась кучей информации, всякими нюансами из профессии, рассказала о себе. Я думаю, что большому количеству людей это будет интересно послушать. Вот. У тебя всегда очень интересные рассказы, живые выступления. Очень рад, что ты сегодня стала нашим гостем. Спасибо большое, Саш, мне тоже очень приятно с тобой поговорить, особенно о шрифтах. Вообще, я всегда рада, зовешь. Всем пока-пока, увидимся. Пока.